Владимир Юрьевич 1949 года рождения, и когда смотришь на его резкие движения, развороты, ходьбу на руках и силовые элементы, то просто отказываешься верить, что ему за 70 лет. А ведь и многие молодые даже не смогут половины из того, что мы увидим в этом сюжете. Простой атлет-физкультурник. Мы связались с Владимиром, и по поводу возраста он мне ответил так. Сейчас ходит миф, что возраст — это, мол, просто цифра, и это заблуждение, хайп. Возраст — это не цифра, а безвозвратно израсходованный ресурс. Это наследственно установленный лимит. Спортивные достижения не отменяют возраст, а лишь временно его маскируют. Я предполагаю, что многие подумают, мол, Владимир тренировался всю жизнь или как-то генетически одарен. Поэтому я поинтересовался, кем он работает и какие были его спортивные достижения в прошлом. Ну и, конечно же, узнаем рекорды настоящего. А на связи Владырович. Я уже 10 лет занимаюсь силовым воркаутом, и мне есть что рассказать. Работал Владимир Юрьевич в разные годы в разных местах. И электриком, и преподавал в музыкальном училище 4 года. Несколько учеников даже стали профи. Также еще сам работал музыкантом. Спортивная гимнастика была у него на протяжении с 61 по 68 года. Получал первый разряд. После армии он просто поддерживал форму, и были большие перерывы в тренировках. Были у Владимира и мотиваторы. В 60-х это Альберт Азарян, в 70-х Шварценеггер. В 80-х он работал музыкантом в Ленконцерте и в Ленинградском цирке. А там была сплошная мотивация, говорит Владимир. В 90-х он вдохновлялся Джеки Чаном, как и многие. Кто-то по жизни выбирает себе одно направление, например, как профессиональные спортсмены, и совершенствуются всю жизнь. Но большинство из нас, как и Владимир, обычные люди, со своими жизненными сложностями, работой, разными интересами, и тоже иногда времени совсем не хватает. Подтягиваний по молодости раньше было немного, около 20-24. Отжимания не более 28. До 60 лет рост был 1,67 м и 69 кг вес. Сейчас Владимир ростом 1,63 м и вес 65 кг. Какие же спортивные достижения были на протяжении всей его жизни и какие сейчас? Большинство личных и спортивных рекордов он ставил во время и после голодания. Говорит, что он не болеет, но не благодаря спорту, а возможно благодаря регулярным 7-дневным голоданиям на воде 4 раза в году и различным дыхательным практикам. В 1991 году, после выхода из 8-дневного голодания, он выполнил подтягивание на одной руке 3 раза, на двух 50 раз. В том же 1991 он выполнял 500 отжиманий от пола, делал 3000 приседаний за 36 минут. А вот такие элементы, как крест на кольцах, флаг, горизонты, до 70 лет, внимание, он вообще не выполнял. И на протяжении жизни у него были большие перерывы в тренировках. С генетикой он считает, что ему не повезло. По отцовской линии мужчины в роду и не доживали до 50. Подтягивания на турнике он делал 44 раза в 70 лет. Провисел тогда на турнике он суммарно 4 минуты и 10 секунд. Есть видео. Также 61 раз отжимается на брусьях, делает выходы на 2 руки на турнике и силовые выходы на кольцах. От пола отжимается 161 раз, и это в 72 года. А то, что более меня удивило, Владимир ходит на руках, прыгает капоэйру и практикует ушу. Посмотрите, его резкие движения на 8-м десятке не могут не впечатлять. Особенно ходьба на руках, акробатические прыжки и даже сальто назад. По элементам силового воркаута Владимир выполнял флажок более 10 секунд, крест 23 секунды. Держит горизонт ноги врозь и горизонт ноги вместе с небольшим прогибом, как у Ганнибал Форкинг. Также держит передний вис, в том числе и на пальцах. Ласточку, делает выходы на кольцах и более 30 подъем-переворотов. И это еще не все, это только то, что я заметил у него на YouTube-каналах. Вообще там много всего интересного и залипательного к просмотру. Самый популярный вопрос в комментариях на канале Владимира о питании. Первый завтрак у него около 8. Это кофе с молоком и 3 куска хлеба геркулес с мягким сыром. Второй он зарабатывает, то есть делает 10 минут приседаний 350-380 штук. Дальше творог ест с сухофруктами, либо каша, овсянка с чайной ложкой меда, парочку яиц в разном виде, кофе с молоком и 3 куска хлеба. Обед у него без первого блюда.
а ужин в 9 вечера. Это может быть банан, либо ряженка, либо просто чай. Отбой в час ночи и подъем в 7:30. Как я понял, это такой регулярный режим. Что еще можно сказать про этого атлета? Мышцы пресса и в целом его телосложение атлетичное и сухое. Он упоминал, что не стоит путать ЗОЖ и спорт, ведь последнее не всегда связано со здоровьем. И то, что тренировки не могут исцелить тело в возрасте, а спорт – это личные рекорды. Для здоровья это могут быть питание, физкультура, дыхательные практики, сон и другие элементы ЗОЖ, но не спорт. В 2007 году он купил себе компьютер и увлекся видеомонтажом. А вот сам YouTube-канал, которых два, он открыл в середине мая 2020-го. Это канал «Атлет 70 лет», а в августе открыл второй – «Атлетичный старец». Начались у него регулярные тренировки и новые личные рекорды, то есть уже после 70 лет. На канале на протяжении года было около 20 подписчиков, а видео продолжались выгружаться. И, возможно, благодаря комментарию Евгения Лося под одним из видео, канал вдруг сильно стартанул. Также комментировал и Алексей Шредер на подтягиваниях в стиле золотого стандарта. Некоторые видео у Владимира набирают 300 и 600 тысяч просмотров. Владимир повторяет у себя на канале популярные челленджи Евгения Лося, Дениса Семенихина, Шредера и Криса Херия. Кстати, обязательно переходите на каналы Владимира в YouTube после просмотра этого сюжета, чтобы увидеть его достижения. И я думаю, что после увиденного многие пересмотрят свой подход к тренировкам, и настрой на занятия будет в разы выше. А возможно, кто-то из ваших родственников или знакомых тоже тренируется в возрасте. Обязательно поделитесь их историей в комментариях. Все мы работаем на профессиях разной сложности, по-разному устаем, у кого-то семья, другие обязательства. Но выделять время на тренировки при желании может каждый. Что думаете про личные рекорды Владимира? Пишите в комментариях. Он подписан на этот канал и будет их читать, и, возможно, вам ответит. К слову, напомню, что мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальной программой тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. И я рекомендую к просмотру еще одно видео на экране о других возрастных атлетах СНГ и Европы. Там мы встретимся. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович.